Зачем тебе эти индикаторы? Я видел, как в других видео профи торгуют без них. Друзья, очень часто получаю фидбэк от диванных экспертов о том, что торговля по индикаторам — это давно мувитон. Это дурной тон, и вообще все это не работает. Уже прошлый век. Я не считаю, что торговля без индикаторов невозможна. Это абсолютно реально, и с этого на самом деле нужно начинать. Но индикаторные торговые системы, они значительно упрощают нам анализ и дают полноту картинки на рынке. Если вы изучили паттерны, если вы изучили теханализ, то вы можете подкреплять свои знания также и индикаторами. Но зрители требуют, а мы делаем. Сегодня поторгуем без индикаторов на чистом графике, расскажу вам, что такое паттерны, как они строятся, как они читаются и как избежать ошибок в их чтении, соответственно. Поэтому присаживайтесь поудобнее, настраивайтесь на получение максимальной пользы. Мы начинаем. Окей, сразу обращаю ваше внимание, что у нас тут 30-минутный график. Таймфрейм сегодня будет меняться, ведь мы ищем именно паттерны. И первый из них, возможно, самый известный, это двойная вершина. Выглядит он как два локальных максимума, которые находятся рядом. Также мы обязательно выделяем впадину между ними, прямая, это называется шея. Это важнейшая часть фигуры, так как именно с ее пересечения мы будем брать сигнал на покупку или на продажу. Я специально ее подсвечу для себя прямой, это наш уровень и сигнальная линия. Как видите, мы сейчас имеем дело с ложным пробоем. Сейчас глянем, как это выглядит на более низких таймфреймах. Заходим в рабочую минималку, 1 минуту. И вот, видите, у нас совсем другая картина. Видим, что пробой шеи вниз дважды привел к возврату обратно. И именно поэтому я вхожу в рынок в лонг. Итак, еще раз разбираем ситуацию. Вот попытка была пробить шею. Сразу же после этого была, соответственно, вторая попытка. Это говорит о том, что здесь есть очень сочная сделочка, и покупатели готовы закупать, толкать вверх. И видите, как сразу же актив подтверждает мой анализ неплохим ростом. Пока ждем, дам вам еще один совет по графическому анализу. В идеале, то есть, нужны всегда большие таймфреймы. На 10-минутке график показывает, скорее всего, тройную вершину, которую тоже называют головой и плечи. Это, в принципе, равносильный паттерн с той же логикой пробоя шеи. Если же мы работаем с минутками, то часто мы не видим макропаттерны, но можем находить и небольшие графические фигуры. Они не всегда себя отрабатывают, но тоже будет не лишним. Нужно отметить, что наш первый пример за сегодня очень хороший. Так как у профи есть правило, ложные пробои — это также сигнал, даже более чем надежный. Тем временем первая сделка у нас закрыта, и тут же снова вхожу в рынок. У нас сейчас отрабатывается ложный пробой, друзья. Вполне может быть та самая двойная вершина. На 30-минутном графике в итоге я получил третий локальный максимум, став уже, соответственно, тройной вершиной для нас. Ну и давайте попробуем анализ для самых скучных из профи, работу с дневным графиком. Вот он, наш максимальный масштаб, который показывает целые месяцы торгов. И здесь я кое-что вижу. Смотрите, почти у всех фигур есть свой антагонист, полная противоположность. В случае двойной вершины это двойное дно. И вы прямо сейчас видите его на нашем графике. Также выделю шею, она находится здесь. И как видите, вокруг нее тоже шли нешуточные баталии, да, между медведями и быками. Были ложные пробои, ретесты и так далее. Именно в этой стадии мы сейчас и находимся, друзья. Предлагаю теперь вернуться к нашим рабочим масштабам. И что? Да, вторая сделка у нас есть также в плюсе. Есть отскок, поэтому давайте сменим валютную пару. Итак, сегодня мы с вами изучаем графический паттерн. Если кому-то уже стало скучно, то поверьте, это нормально. Тема не самая веселая, напротив, она довольно скучная, но безумно важная для вашего становления как трейдеров. И никто не говорил, что стать трейдером легко. Если бы это могли делать все, это не было бы такой привлекательной и денежной профессии. Для тех, кто готов развиваться, я предлагаю вступить в свой телеграм-канал. Помимо своего YouTube-канала, у меня еще есть и телеграм-канал. И вообще, если кто-то не знает, меня зовут Макс, и уже на протяжении 6 лет я являюсь профессиональным трейдером. Так вот, подписавшись на мой телеграм-канал, вы будете получать полезную информацию от меня,
Индикаторные торговые стратегии, их обзоры, полезные лайфхаки для торговли, мой жизненный опыт вообще как трейдер, и, возможно, кому-то будет интересно, как я живу, как проходит мой день, там я тоже об этом рассказываю. Помимо этого, вы сможете принять участие в моих проектах и поторговать вместе со мной в режиме реального времени. Ссылки оставлены в описании к этому ролику, там будут отзывы моих партнеров, которые уже прошли свой путь какой-то со мной и имеют фидбэк, хотят с вами им поделиться. Поэтому не поленитесь, переходите, подписывайтесь, я вас жду. А потом возвращайтесь и продолжим изучение графических паттернов. Окей, друзья, теперь торгуем шорт. Здесь у нас есть превосходная фигура, которую называют веером или расходящимся клином. Смотрим на график. Я просто соединил между собой минимумы и максимумы, получив вот такой вот рупор. Цена ходила четко внутри него. После каждого разворота волатильность росла, и в итоге случилось это. Был пробой. Затем цена вернулась внутрь, но это также не привело к успеху. Повторный пробой вниз окончательно закрепил продавцов, и теперь актив у нас начнет снижаться. Поэтому я открываю шорт. Я знаю, что у многих новичков есть интерес, откуда вообще берутся эти фигуры и почему они работают. Тут все просто. Это эффект самосбывающихся пророчеств. Люди видят зарождение фигуры и ожидают ее выполнения. Они открывают сделки по логике паттерна, и он идеально отрабатывается. Вот и все. Это все строится на объемах. Фигуры чертит сам рынок, потому что такие сделки открывают покупатели или продавцы, да, то есть участники рынка. Очередная сделка в плюсе, я меняю график, поехали. Здесь мы с вами тоже поторгуем шорт. Похожая ситуация, веер, только в обратную сторону. Часто их называют клинами, хотя некоторые посчитали бы вообще это треугольником. Смотрите. Чертим две линии и опять видим цену, которая зажата в рамках уже сужающейся формации с итоговым чистым выходом вниз. Никаких ретестов, никаких ложных пробоев. Теперь у нас есть небольшая коррекция, и я рассчитываю, что вошел в самом конце этой коррекции. Есть куда падать, так что ждем. Кстати, вот вам еще одно очень интересное наблюдение. Люблю красивые моменты на графике, сейчас подмечу его для вас линией. Вот сформированный уровень поддержки, который в итоге стал сопротивлением вот здесь, прямо в моменте нашего открытия. Рынок как будто имеет свою логику, правильно? И она действительно есть. Потому что этот уровень видим не только мы. Тысячи других людей открылись на разворот около его границы. И он принес нам деньги. Думаю, этот график подарит нам еще одну сделку. Давайте дождемся момента. Хотя, что его ждать? Сейчас. Отлично. Вы можете подключать к этому индикатор, как я уже сказал в начале видео, для того, чтобы видеть границы перепроданности и перекупленности. Это RCI или Stochastic Oscillator. И все, друзья. Интуитивненько, понимаете, с опытом, с чувством, с расстановочкой. И торговля будет приносить вам удовольствие. Удовольствие, конечно же, деньги. Без этого ничего не получится. Это и есть мастерство торговли. Застопорилась немножко сделка около точки входа, но у нас еще в запасе есть 25 секундочек. Возможно, все получится. Я в это верю. В работе трейдера главное не только уметь правильно анализировать рынок, важно еще и верить в то, что ты делаешь. Без уверенности в своих действиях, к сожалению, ничего тоже не получится. Чересчур быть уверенным в себе не стоит, да, то есть против тренда открываться не нужно, но чтобы руки не дрожали, я вот это имею в виду, чтобы руки не дрожали. Нам хватит даже пары пунктов в этой сделке, и они у нас есть. Прекрасно. Давайте сменим график и найдем что-то более интересное. Ну что, еще один веер на 3-минутном таймфрейме. Сейчас планирую поторговать его внутреннюю часть. Да, так тоже вполне можно делать. Смотрите, сделка в лонг, и вот что мы можем здесь с вами увидеть. Как и в прошлый раз, я соединяю минимумы, соединяю максимумы. И получаю вот такую симпатичную формацию. Теперь у нас есть все необходимое, друзья. Вот он отскок от нижней границы веера, который теперь нас ведет к его верхней части. Будем ждать позитивного развития событий. Уверен, что у нас все с вами сегодня получится. Единственное, что процент профита не такой большой. Ладно, давайте добавим немного критики в сторону того, чем мы тут сейчас занимаемся, друзья. Технический анализ.
И тем более графические паттерны — это довольно субъективная вещь, как я уже сказал. Там, где я вижу клин, вы можете увидеть двойную вершину. Правильно? Поэтому нужно быть осторожнее. Фигуры имеют эффект самосбывающихся предсказаний. Но чтобы это реально сработало, ваш паттерн должны видеть все участники рынка, не только вы. Забирать тут прибыль можно, но осторожно. Поэтому из всех фигур старайтесь выбирать самые наглядные. Не ищите какого-то паттерна там, где его нет. Я же снова в позиции, без лишних комментариев, идем в верхнюю часть веера. И возвращаясь к теме, дам всего один совет по работе с узнаваемыми паттернами. Пока опыта мало, используйте вышестоящий таймфрейм. Мы на 3-минутном графике сейчас, и здесь у нас только краткосрочные трейдеры. А значит, огромное количество участников не видят то, чего видим мы. Если я поднимусь на часовой или дневной таймфреймы, то увижу картинку, с которой работают банки, брокеры и корпорации. У них гораздо больше объемы, и они могут нас выбить. Самые надежные сигналы всегда на больших таймфреймах, помните это. Но забирать свои деньги можно и на мелких фигурах, как я сейчас. Как минимум потому, что паттерны все-таки отражают логику ценового движения и показывают, где есть точка входа. Ну что? Нет, друзья. Первый минус за сегодня – это не проблема. Мы реинвестируем и откроем еще одну сделочку на 800 баксов. Кардинальная ситуация в рынке не поменялась. На всякий случай напомню, чего мы тут ждем. Мы еще далеко от цели. Даже не дошли до первой остановочки вот здесь. Думаю, это последняя или предпоследняя сделка сегодня моя на этом графике. Друзья, такое случается. То есть, да, понимаете, что на 100% ничего себя здесь не отрабатывает. У нас есть индикаторный анализ, price action, технический анализ, работа со свечами. Рекомендую, кстати, почитать, что такое работа со свечами от Стива Нисона по этой теме. Да? Лично я люблю объединять все вкупе. Я учту и фигуры, правда, скорее всего, на высоких масштабах. Я проведу технический анализ, я поищу сигналы свечей, и у меня обязательно будет хотя бы несколько индикаторов. Это мой стиль. У вас может быть другой. Но у меня очередная прибыль. За сегодня минус успешно отбит. Пора бы уже закругляться, но давайте еще одну сделочку с вами запустим. Надо выждать идеальный момент. Ладно, поехали. Наш веер еще не оформлен. Давайте все-таки посмотрим, что там у больших денег. А у больших денег у нас рисует то, что называется чашей. Это разворотная формация с очень медленным, плавным становлением. Вот здесь наш актив окончательно обновился и остановился. И мы уже наблюдаем сигналы роста. В идеале можно будет увидеть что-то вот типа такого, как ручка, как ручечка. Суть в том, что цена в итоге должна пробить линию самой чаши и ее ручки. Но это мы уже не увидим. По крайней мере, сегодня. Вернемся к минимальному таймфрейму. И что? 10 секунд, ладно. Небольшой рост, друзья. Нам этого будет достаточно. Еще можете почитать, кстати, Джека Швагера «Технический анализ». Тоже классная книга. Супер, друзья, $616 приклеилось. Отлично. Давайте подведем итоги. Ну что ж, друзья, с полной уверенностью можно сказать, что технические паттерны работают. Они действительно приносят прибыль. $1500 за час я заработал. Новые интересные модели я покажу вам в своем телеграм-канале. Не забывайте подписываться. А если понравилось видео, то обязательно жмите лайк. С вами я прощаюсь. До встречи в моих новых выпусках. Всем пока.